Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Иран бьет по американским деньгам на Ближнем Востоке. Как у Ирана получается метить в нефти и газодобычные проекты своих соседей, но каждый раз попадать в инвестиционные объекты Соединенных Штатов? И так ли страшен новый кризис, если ряд экспертов утверждает, что разрушено лишь 5-10% инфраструктуры, которая потребует времени и денег на восстановление, но это займет лишь несколько месяцев. Александр, пожалуйста, прокомментируйте перспективы ближневосточного конфликта и выхода из него. Давайте так, я как-то домашнее чтение сразу задам. У Бориса Леонидовича в его телеграм-канале, Борис Марцинкевич, кстати, можно подписаться, 28 марта была запись, где он расписывал, в каких частях катарских производств сжиженного природного газа, из тех, которые должны запускаться вот в ближайшие годы, присутствуют американские компании. Понятно, что там присутствуют не только американские, там есть и ряд европейских довольно крупных игроков. Вот. Можно почитать, я же сейчас, ну и ознакомиться с соответствующими долями. Доли, в общем-то, могут быть небольшими, там порядка 6 с небольшим процентов в каждом отдельно взятом проекте, но, тем не менее, это все равно американский капитал, поэтому, ну, здравствуйте, держите нашу реакцию по этому поводу, говорит иранская сторона, и что-то туда прилетает. Но давайте начнем с некоторых сомнений о достоверности той статистики, с которой нам приходится работать. Из-за тумана войны. К примеру, Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства, в недавнем интервью высказался на тему того, что кризис, мол, будет затяжным, это будет очень крупный кризис, вообще самый крупный в истории. Сам Фатих Бироль очень любит периодически вбрасывать такого рода сравнения. И при этом он отметил, что нехватка нефти на мировом рынке составляет порядка 11 миллионов баррелей в сутки. Это довольно большая величина, и она превышает показатели, которые мы можем оценить, исходя из тех данных, которые публикуются ближневосточными странами по объемам добычи. Там получалось, что скорее нехватка может где-то 10 миллионов баррелей. У меня есть сильное подозрение, что тот же самый Фатих Бироль педалирует тут тему каких-то проблем российской нефтепереработки, и в целом нефтяной отрасли, но это его работа педалировать проблемы выдуманные и реальные и выдуманные. Поэтому его отложим в сторону, просто запомним про 11 миллионов баррелей, присмотримся к другим данным, которые говорят про 10 миллионов баррелей, присмотримся к третьим данным, которые говорят про 8 миллионов баррелей, разведем руками, скажем, ну, то есть ничего не понятно. Да, действительно, ничего не понятно, насколько действительно велик этот дефицит. Можно, с одной стороны, еще раз использовать шутку о том, что, ну, какая разница, вам 1 тонна на голову упадет или 10 тонн, и в том и в другом случае эффект будет одинаков. Но справиться с дефицитом 8 миллионов баррелей при наличии резервов и достаточного временного лага проще, чем справиться с дефицитом в 11 миллионов баррелей. Если, опять же, у вас есть некие резервы, которые вы можете для парирования возникших рисков использовать. И в этом смысле надо знать, а все-таки 8 или 11, или может вообще 7, или все 12, а может 20 миллионов баррелей дефицит. Давайте разберемся. Нет, разобраться сейчас не получается, потому что туман войны. Далее, я напомню, что в ответ на удары по добычным и перерабатывающим мощностям на территории Ирана, Иран нанес ответные удары по ряду объектов на территории соседних стран Ближнего Востока. В частности, он нанес удары по некоторым мощностям на территории Катара. До нанесения удара он анонсировал, что будут выбиты нефтеперерабатывающий завод в Рослофане и нефтегазохимическое производство там же. То есть это довольно крупный такой, знаете, как у нас кластер, такой крупный промышленный перерабатывающий нефтегазовый кластер и с большим количеством производств. И почему-то после того, как удар был нанесен, заговорили не про эти нефти и нефтегазохимические производства, а заговорили про СПГ. Притом вышел представитель, ну, точнее, глава Катаргаза и сказал, что чуть ли там не 17% всех мощностей выбиты, и восстановление займет 3-5 лет, и ай-яй-яй.
не бросайте нас в терновый куст, у нас все поломано, не стреляйте больше. Это об этом? Ну, возможно, об этом, потому что не совсем ясно, как можно было за такие короткие сроки так точно оценить объем поврежденных мощностей и сроки восстановления. Ну, мне кажется, что это невозможно сделать, но, вероятно, у Qatar Energy какие-то уникальные технологии, которые позволяют им в течение нескольких часов делать подобного рода оценки. Это, опять же, к вопросу о тумане войны. Но при этом мы понимаем, что есть проекты, в которых присутствует американский капитал. Эти проекты, ну, никто не скрывает. Наоборот, вы просто берете подборку новостей за последние лет 10 и смотрите, куда заходили американские компании. Ну, если мы считаем транснациональную компанию ExxonMobil американской, то вот куда заходили американские компании, или транснациональную компанию Chevron, если мы считаем американской, то куда заходили американские компании. Вот такого уровня американские компании заходили в различные проекты в регионе, при том, что регион действительно очень интересный, местами регион даже крайне перспективный из-за неразработанности части запасов, например, на территории Ирака, ну, если мы считаем территорию иракского Курдистана территорией Ирака, там, в принципе, разведка серьезная началась только в нулевые годы, и добычные проекты стали открываться вот где-то начиная с рубежа нулевых и десятых годов. Вот в десятых годах стали, по сути, там все больше и больше и больше добывать нефти. При том, что к удивлению даже, наверное, какому-то людей, которые понимают, что Ближний Восток, да, там нефть добывают уже десятилетиями, там чуть ли не 100 лет, там в эту нефть уже все, про нее все известно, где она, что она, и везде, где можно было ее добывать, ее добывали. Но нет, в иракском Курдистане добыча, насколько мне известно, не велась, и вот только фактически в 21 столетии она стала развиваться. То есть это действительно очень интересный регион, туда, ну, грех не зайти, грех не посмотреть, как это так вот. У вас есть возможность начать добычу, а то и производство еще и развернуть, которое базируется на сырье, которое вы здесь же добываете. Почему бы этого не сделать? Ну и многие компании действительно шли по этой дорожке, заходили, покупали доли в тех или иных проектах и начинали добывать, а то и перерабатывать сырье. Никто не скрывал, где там ExxonMobil, где Chevron, где еще какие-то компании, которые формально приписаны к недружественным Ирану странам. Про формально приписанные я в данном случае не иронизирую. Я про то, что это, знаете, такой плавающий список, который может меняться в зависимости от высказываний тех или иных политиков в тех или иных странах. Вот, потому что какие-нибудь горячие головы из Великобритании сначала выкрикнут, да мы сейчас туда приплывем. Потом, когда оказывается, что ракеты долетают куда-нибудь до Кипра, оказывается, тут же, знаете, как-то уже не хочется никуда плыть. Вот, ни к какому Армузскому проливу, никакой этот Персидский залив уже не нужен. Давайте вот, ребят, что началось? Спокойно, спокойно, спокойно. Французы там что-то выкрикнули, потом сказали, что их не так поняли. Ну, то есть это плавающий список. И на месте, скажем, Total Energy я бы тоже, знаете, вот подошел бы к Эммануэлю Макрону и прочим вот этим персонажам и сказал: ребят, давайте так, мы столько туда бабла вложили. Ну вот помолчите, просто помолчите. Можно даже немножко осудить американцев, чтобы подчеркнуть, что французы вообще ни при чем. И вот там, где есть французский капитал, вот туда не надо стрелять. Пожалуйста. Давайте, делайте заявление, давайте, вот все отлично. Осудили американцев, очень хорошо. Можно ненавязчиво, можно не говорить, что ж вы это, агрессивную войну против Ирана начали. Иран вам ничем не угрожал. Не-не-не, ну скажите, американцы плохие, мы туда вообще не пойдем, пусть американцы сами разбираются. То есть возникает ситуация, при которой Иран за счет четкого следования проставленным красным линиям, ну то есть, дорогие друзья, вот здесь красная линия, вы переходите ее, мы делаем то-то, то-то, то-то. Американцы переходят вместе со своими союзниками, переходят черту, и действительно происходит именно то, что обещали. Прилетает туда, туда, туда и туда. Ну, если промахнулись, извините, но целились вот конкретно туда. То возникает как бы обратный эффект. Прошу прощения, не обратный эффект, а возникает обратная связь. То есть красная линия, реакция, притом четко соответствующая тому, что обещали. И тут уже оказывается, что деньги не только американские в регионе. Деньги не только американские, там масса различных денег в этом регионе.
И все хотят эти деньги сохранить. Ну, если у американцев что-то поломается, ай-яй-яй-яй-яй-яй, как жалко, 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 ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям мы все переживаем, всем Парижем переживаем за американские деньги вот на Ближнем Востоке. И крупные компании начинают активнейшим образом влиять на правительство с тем, чтобы те, извините за низкий слог, не рыпались. Не надо. Вот эффект позитивный, нулевой, а негативных эффектов будет настолько много, что лучше не надо. Поэтому мы видим с вами отложенные вот эти, как там, я ультиматум определил. Через 5 дней мы будем выносить все электростанции на территории Ирана. После чего Иран говорит, «М, а мы тогда сделаем вот то-то, 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 то-то». Помните, в прошлый раз мы пообещали и сделали? Помните? Вот, и оказывается, проходит несколько дней, Трамп такой, да-да, у нас переговоры, да-да, переговоры, поэтому ультиматум мы откладываем. Потом, вы знаете, переговоры идут очень хорошо, поэтому мы еще сроки выполнения ультиматума моего откладываем, потому что, ну, они хорошие парни, по крайней мере, они стараются быть хорошими. Действие и противодействие. Четкое противодействие на вполне конкретные, действия, которые совершаются теми же самыми Соединенными Штатами Америки. Специалисты, которые говорят, что всего 5-10%, дорогие друзья, 5-10% это много. Притом, смотря какой инфраструктуры. Если мы говорим про нефтепереработку, ну да, наверное, это не сильно скажется на ситуации в мире, если сейчас вот заканчивается конфликт. Ну, в конце концов, можно сырую нефть в какой-то регион отвести и там максимизировать объемы переработки. Объем перерабатывающих мощностей больше объемов, ну, то есть они избыточны относительно текущего уровня спроса. То есть если у вас перерабатывающие мощности, вы были на время, ну, мы загрузим какие-то дополнительные перерабатывающие мощности. Можно так подойти к вопросу. А вот если речь про сжиженный природный газ, про производство сжиженного природного газа на территории Катара, то вопрос, что это за производство? Действовавшие это производство или те, которые только собирались вводить в эксплуатацию? Это же очень разные вещи. Одно дело, если вот сейчас заканчивается конфликт, но 5-10% или тем более 17% мощностей по сжижению выбито, которые работали до начала конфликта, значит, вы не сможете восстановить поставки. Другое дело, если это от совокупного объема, который должен был быть вот к концу текущего десятилетия, 17%, а то и 5%, а то и, ну, или 10%. Это же разные вещи. Но если мы предположим, что 5-10% от каких-то там мощностей, которые за месяц, два, ну 3 вернутся вернутся в эксплуатацию после завершения конфликта, то у меня плохие новости. Через 2-3 месяца будет уже лето. Буквально вот апрель, май, 2 месяца, дальше июнь, лето. А если 3 месяца, то там вообще июль наступит. А это означает, что это пиковый спрос на газ. К тому моменту возникнет отложенный спрос за счет того, что очень низкая динамика будет закачки газа в подземные хранилища, надо будет его ускоренными темпами закачивать летом. Плюс ко всему это пиковые летние спросы на газ. Как вы с ними справитесь? Как вы с ними справитесь в условиях, что минимум 3 месяца, ну, если мы считаем, что март, вот, апрель, май, у вас не поставлялся СПГ, ну, примерно 20% всего СПГ на планете Земля вдруг куда-то исчезли. Вот эти все объемы сжиженного природного газа. Исчезли, их нет. Потом, да, может, они вернутся. Но вот этот дефицит, который сейчас накапливается, никуда не денется. И если не успеть восстановить поставки до лета, то летом будет уже поздновато, потому что будет дефицит, и будет как минимум повторение событий 2021 года, когда в течение лета из-за небольшого по нынешним временам дефицита газовые котировки взлетели в 2 раза. На сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Макс Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.